Сегодня я расскажу про самого главного баттера Кендрилина, который успешно выстрелил на SoundCloud и зафорсил себя в ТикТоке. И уже в 19 лет стал хедлайнером Rolling Cloud. Прошу любить и жаловать Асамосон. Блокировка ютуба уже ни для кого не новость, поэтому призываю вас подписаться на мой телеграм-канал, чтобы телки давали мужики Блять, ёба пиздец. Короче, контентик, уведомления видосов, а на 100 фоллоу разыграю интересную шмоточку. Все, спасибо за внимание, не буду мешать. Начну я, пожалуй, с детства. Наш мальчик родился 20 мая 2003 года в штате Огайо, более известный как штат, который хочет захватить мир, и вообще там происходит полный пиздец. Зовут нашего героя Амари Хармон Миддлтон, который успешно закончил среднюю и старшую школу в Южной Каролине, так что торговля наркотиками и посещение уроков объема перкассетом это не про него. О родителях Амари мало чего известно, но, как говорил сам рэпер, при создании псевдонима он взял слияние двух слов Осама, так звали отца Амари, и Сон. Также его дяди занимались музыкой и имели свои студийки, поэтому любовь к музыке появлялась с самого детства. Из детских увлечений Амари были катание на скейте и баскетбол, в котором он хотел покорить высоты, но отсидел 3 года на скамейке из-за плохих отношений с тренером. И, набрав за сезон 2 очка, он забил на него. Стартанул свою интернет-карьеру Амари не с музыки, а с битвы покемонов на ютубе. Чего на... Why us? No, help! If you kill us... И тикток танцулик под рэпчик, но особого успеха это не принесло, поэтому он стал работягой и крутился во всяких кафешках, пиццерийках и тому подобное. В то же время Амари плотненько увлекся музыкой и в 2020-м начал дропать свою первую музыку под неймом Прада Юмари. Тогда Прада успел дропнуть целый альбом и еще пару треков. Его творчество можно было описать как поиск себя, где-то зачитать подпердежный басок, или же прыгнуть на рейдж тайпик. Ну а где-то просто. И уже в 2021 году, найдя свою первую аудиторию, он решает поменять свой псевдоним на Самсу и начал заваливать своих слушателей музлом, дропнув 2 эпишки I'm the Man и Vengeance. Не могу сказать, что они чем-то интересные, так как и там ленивая читка Амари, которая не очень меня зацепила, но все же Trap or Die и Promise I'm Gonna Win зацепили мое сердечко. Bitch, I'm a walking in Margiela's. Call the chopper Jay-Z, cause this bitch gon' Rockefeller. Натропав кучу синглов на SoundCloud, его начинают замечать не только слушатели, но и артисты. Да не абы кто, а легендарный Перкассет 40, с которым они начали выпускать синглы, лутая новую аудиторию и повышая дружественные отношения. Ну а первый громкий хит, который отправил нашу рыбку на высоты SoundCloud, стал релиз Back From Dive. Строчки про глоки, сучек и деньги сделали свое дело, найдя отклик у аудитории. Интересный факт: в свободное время Амари любит уединиться со своими мыслями, размышляя о будущем и уходе с уличной движухи, но на улице мы все находим своих кентов, и в случае нашего успеха пытаемся их тоже потянуть к нему, и Асамосон не стал исключением. Подогревая интерес к альбому, Амари дропнул еще 4 сингла, один из которых был CTSV, собравший миллионы прослушиваний, навалив еще больше на аудитории перед альбомом. И вот он. Асамосон Season, который на ура принялся аудитории. Пластинка запомнилась хорошим проектом битов в стиле Rage and Pop Lux с перегруженным пердящим 808 басом и заразительными синтами. Но не подскажете, кто в 2020-м выстрелил в таком же звучании? А, точно, это же был Кен Карсон. Поэтому в Твиттере и в Инсте первую неделю фаны Кена и Самсы с цветами выясняли, кто делает и кто у кого спи. Но это не важно. Так как Асамосон получил свои высокие охваты за счет форса в том же ТикТоке и в Инсте, особенно наибольшую популярность получил трек X Sex. Отмечу, что подача Амари стала агрессивнее и увереннее, что очевидно вышло в плюс. И вот, увидев любовь и поддержку от фанов, он на full big яйцах с огромным пенисом добивает этот год еще одним альбомом под названием Flex Music, который полностью состоял из рейджа, ведь каждый трек это пердеж. Испортил ли это альбом? Конечно нет, ведь Амари подошел к этому альбому с большой ответственностью, взяв то, что выходило у него лучше всего, и то, что ждали и любили от него фанаты. Многие после прослушивания могут сказать: блять, да это опять копирка, еба.
ебаного Кен Карсона, то что в нем такого? И я с вами не соглашусь, так как Самосон показал то, что он способен к изменениям и навязыванию в массы своего видения на звук. Рекомендую послушать данную пластинку, ведь как показывает мой опыт и опыт других слушателей, Рыбки это лучший альбом на данный момент в Bikini Bottom. Предлагаю не стопаться и перейти сразу к началу 2024 года. Тогда Амари дропнул эпишку Flextra, закрепляя за собой статус главного фрешмена СК 23 года и того, у кого будет селек в российской рэп-сцене. Flextra это хоть и эпишка, но фаны ее считают делюксом к прошлому альбому. По сути, ничего нового тут нет, но Iron Maiden, группа металлистов, подали на Амари судебную претензию за украденную обложку с их сингла Power Save. А Самосон же не дурак и не стал судиться и попадать под огромную выплату Iron Maiden. Поэтому без лишних слов удалил эпишку, оставив ее только на SoundCloud. После потери денег из-за пропажи эпишки Амари дропнул пару синглов и весной того же 24-го познакомился в школьной столовке со своим ровесником. Glock 30 Spice, они словили плотный коннект и всю весну писали совместный альбом. И 13 мая выходит Evil Reflection. Альбом написан в излюбленном и отъебанном Глоком и Самсой жанрами Plug, Plug and B и Rage. Дуэт очень хорошо дополняет друг друга. Блядь, ты просто послушай это нахуй. Но несмотря на хороший коннект между ними, многим альбом показался скучным, все из-за того же плаг-тайпа и размазанной подачи. Весь альбом вывозят треки Movie, Джунгли и Виски с ёбаной. После альбома Амари начал плотненько хапать, а если быть точнее, начал фармить новую аудиторию. Залетая на стримы, к примеру, стрим с Brucey Drop Mouth, куда наша рыбка залетела с фристайлом. Лучший слюнявчик, разбейся на этой ерунде, бросай деньги как пизда. Просто дайте мне уже пульт от ядерки! Ну а осенью 24-го он уже успел поссориться со своим корешем NetSpeed, которые считались лучшим дуэтом на СК, а иногда их даже ставили в один ряд с дуэтом Карти и Узи. Так что надеюсь, учеба их ненадолго разлучила и на переменке выскочат за углом, решат вопросы и помириться. Хочу сегодня попи***ться с кем-нибудь, разъебаться, попи***ться, а потом самому кинуть и разойтись. В общем-то, итоги. Амари за свой 21 год стал ярким фрешменом, который в 19 лет уже был хедлайнером Rolling Cloud, а Самосон на своем примере доказал, как можно добиться успеха, имея желание и любовь к тому, чем ты занимаешься, ну а также сумел навязать свой звук в западной сцене, что довольно-таки сложно. Ну а с вами был я, Линов, подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы мы всегда были на коннекте, также не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, ну а самое главное, что правильно, передавайте своей маме привет от Линова. И увидимся в следующем видосе. Фух, блядь, ебать я заебался эту хуйню монтировать, блядь.